Всем привет! В Киргизии революция. Внезапно после парламентских выборов вспыхнули протесты. Протестующие очень быстро захватили парламент и освободили из тюрьмы бывшего президента. Но обо всем по порядку. Парламент Киргизии однопалатный. В нем всего 120 депутатов, а избирательная система устроена таким образом, что в выборах принимает участие довольно большое количество партий – 16. Однако существует и высокий проходной барьер. Это 7% голосов нужно получить, чтобы попасть в парламент. И из-за этого большинство оппозиционных партий в парламент не попало. Вечером 4 числа глава Центра избиркома страны по итогам обработки 97% голосов заявил, что в парламенте республики проходит только 4 партии, то есть из 16 у них проходит только 4, и в сумме эти 4 партии набрали чуть больше 67% голосов. Что это значит? То есть более 30% голосов, они фактически оказались в мусорном ведре. То есть треть населения проголосовала за разные партии, но из-за того, что они не смогли пройти вот этот вот 7% барьер, который установлен законодательно, эти голоса, они ни на что не повлияли, эти партии просто не пошли, и 30% населения, которые проголосовали там, в том числе за оппозиционные партии, они не получили никакого представительства в парламенте. И это стало одной из причин протестов. Ну, чтобы вы понимали, из 4 партий, которые прошли в парламент, 3 это партии провластные. Представители оппозиции сослались на то, что данные, полученные с помощью этой вот автоматической системы подсчета голосов, они не могут считаться объективными, потому что по закону в Киргизстане считается учится только ручная обработка бюллетеней. Более того, лишь одна партия была представлена в предыдущем созыве парламента, что позволяет представителям оппозиции упрекать действующую власть в формировании парламента под себя. Сразу 10 из 12 не прошедших в парламент партий объявили, что они не согласны с результатами выборов, заявили о массовых фальсификациях, вбросах и подкупах и призвали всех несогласных, всех своих избирателей выйти на улицы. Ну, здесь возникает вопрос, а были ли фальсификации на выборах? Журналисты и различные политические активисты во время голосования неоднократно сообщали о случаях фальсификаций на этих выборах. Здесь очень похоже на Россию. Бюджетников свозили на автобусах, заставляли там фотографировать бюллетени для отчета там неким кураторам. Людям предлагали деньги за голосование за правящую партию Беримдик, а в некоторых бюллетенях уже даже стояла галочка за эту партию. Впрочем, наблюдатели от ОДКБ причин для возмущения не увидели. Ну, возникает вопрос, можем ли мы этим наблюдателям доверять. Итак, 5 октября, вчера, 4 оппозиционные партии собрали в начале около 1000 своих сторонников на площади Алато, это центр Бишкека. Ну, это главная площадь страны, может, это главная площадь страны, наверное, можно сравнить с нашей там Красной площадью или с Манежной площадью. Самый центр. Постепенно к ним начали стекаться и другие недовольные результатами выборов, и на пике протеста их число достигало там 5-6 тысяч человек. Около 7 часов вечера толпа пошла штурмовать ворота Белого дома, где заседают и президент, и парламент республики. В Бишкеке это все в одном здании находится, и это спровоцировало столкновение между милицией и митингующими. Протестующие трясли ворота резиденции президента и правительства, лезли через ограду, кидали в здание камни. Силовики вышли с территории президентского здания и стали пытаться разогнать протестующих с площади Алато. С запада по проспекту Чуй, это главная улица города, аналог нашей Тверской, в сторону митингующих выдвинулись колонны бронированной техники с водометами. И тогда между демонстрантами и силами правопорядка начали завязываться уже стычки, последовали массовые задержания, то есть довольно были такие серьезные столкновения. Силовики применяли светошумовые гранаты, водометы, слезоточивый газ, такие уже отсылки к Минску. Примерно вот как первые после выборов, то, что было в Минске, очень была похожая картинка. Столкновения продолжались практически весь вечер. И хотя главной ареной противостояния была территория, прилегающая к Белому дому, но группы молодых людей с переменным успехом вступали в противостояние с полицией по всему городу. Около 9 часов вечера полиция смогла все-таки протестующих от площади
оттеснить, и конфликт переместился вот на главный проспект города, на проспект Чуй. Но примерно через час стычки на площади возобновились, народ отыграл свои позиции. Примерно к часу ночи по местному времени поступили сообщения, что митингующие начали захватывать технику силовиков. На кадрах, снятыми очевидцами, видно, как толпа демонстрантов идет в сторону площади, а следом едет пожарная машина. То есть они захватили пожарную машину, и пожарная машина, они начали использовать ее как водомет, которая расчищала путь митингующих. Помимо этого захватили еще мусоровоз, 4 машины в центре сгорели, в том числе это была одна машина, была патрульная машина полиции. У десятков машин разбиты стекла, пробиты колеса, а некоторые машины даже перевернули. Около 3 часов ночи по местному времени в СМИ появились сообщения, что протестующие наконец смогли взять Белый дом. А в соцсети начали попадать ролики, на которых видно, как колонна дорогих черных автомобилей покидает территорию здания. Вот, смотрите, уезжает с Белого дома. С Белого дома он уезжает, смотрите. Офигеть, смотри, они людей давят. Офигеть. При этом СМИ сообщают, что с протестующими в Белом доме был сын находящегося под стражей экс-президента республики Алмазбека Атамбаева Кадыр Атамбаев. По информации СМИ, протестующие взломали кабинеты и выносят принадлежащие депутатам и чиновникам ценности. При этом у входа в здание стоят несколько человек, которые с переменным успехом пытаются препятствовать мародерству. Здесь нужно, наверное, сказать пару слов по поводу бывшего президента. Если вы совсем не следили за киргизской политикой, там произошла такая история. Помните рокировку, когда Путин поставил Медведева, но при этом сам фактически оставался у власти, и он доверял как бы Медведеву. В Киргизии была похожая история, и Алмазбек Атамбаев, это бывший президент Киргизии, он поставил своего преемника, и он ему доверял, и он надеялся, что преемник обеспечит гарантии безопасности, и он тоже там как-то пропетляет и останется у власти. Но вот с преемником у Алмазбека Атамбаева не получилось, потому что в прошлом году его лишили неприкосновенности, начали судить, начался весь этот процесс. Во время этого процесса, может быть, вы видели, да, были тоже столкновения, и даже дом, в котором укрывался вот бывший президент, брали штурм, в результате которого пострадало много там спецназовцев, один даже погиб. И вот летом, несколько месяцев назад, закончился суд над ним, его приговорили к 11 годам заключения, лишили всех государственных наград и отправили, собственно, в тюрьму. Итак, протестующие врываются в Белый дом, врываются в резиденцию президента, это единое здание, и вместе с протестующими находится сын бывшего президента, который находится в заключении. После того, как протестующие ворвались в Белый дом, пресс-служба нынешнего президента сообщила, что он был в здании до 2 часов ночи и рассчитывает на благоразумие организаторов акции протеста. Но вот, собственно, штурмом Белого дома это все не ограничилось, потому что после Белого дома протестующие пошли на Государственный комитет национальной безопасности, это аналог местного ФСБ, и, собственно, там была тюрьма при этом вот комитете нацбезопасности, в которой содержался бывший президент Алмазбек Атамбаев. И они смогли добиться освобождения из тюрьмы местного вот КГБ бывшего президента, которого осудили на 11 лет. Активисты сообщают, что охранявший здание спецназ присоединился к протестующим. Сам Алмазбек собирается выступить перед протестующими на площади Алато, но вот в тот момент, когда я записываю это видео, он еще не выступил. Я думаю, когда вы будете ролик смотреть, он уже выступит. В ходе стычек пострадали десятки человек, в том числе и милиционеры. Всего Минздрав республики сообщил о 122 раненых, причем около 40 из них это сотрудники силовых структур. В реанимации находится не менее 4 человек, а погибших пока не сообщается. Спутник Кыргызстан опубликовал видеоролики, на которых видно, как митингующие кидают в силовиков коктейли Молотова. По данным СМИ, ранение получил лидер одной из оппозиционных партий Тимирбек Асанбеков. На опубликованном фото видно, как осматривающие его врачи прижимают к груди оппозиционера окровавленный бинт. Ранение в ногу при разгоне протестующих получил и бывший пресс-секретарь президента республики, депутат парламента Жанар Акаев. В стычках пострадали даже сотрудники скорой помощи. Среди протестующих появилась информация, что сотрудники скорой помогают силовикам, после чего митингующие начали нападать на экипажи. СМИ сообщают, что девушка-фельдшер, находившаяся в одном из них, получила камнем по голове и сейчас госпитализирована в одну из больниц в тяжелом состоянии. Главный врач Центра экстренной медицины рассказал журналистам, что всего было совершено нападение на 6 машин скорой помощи, 2 из которых перестали выходить на связь. Зав. Отделением Центра экстренной помощи Егор Борисов рассказал СМИ, что протестующие избили
сбили одну из бригад скорой помощи, которая следовала на вызов. Одна бригада просто пропала и перестала выходить на связь, а 2 машины были разграблены. Но здесь мы видим опять такая отсылка к событиям, которые были в Беларуси, потому что, если вы помните, то в первые дни протестов после выборов белорусские менты начали использовать скорые для того, чтобы проезжать через протестующих. То есть они начали дискредитировать врачей, и, пользуясь вот этой вот раскраской, пользуясь машинами скорой помощи, они проезжали через кордоны, через баррикады, потому что, во время протестов люди всегда уважительно относятся к врачам и не пропускают скорые. И здесь мы видим на примере Бишкека, вот к чему это может привести, да, когда протестующие видят, что врачи, они не сохраняют больше нейтралитет, а могут играть на стороне власти, на стороне полиции, то в том числе вот и врачи подвергаются нападениям. Ничего там хорошего нет, но это вот очень тонкая грань, которую опасно переходить. Поэтому, когда в Беларуси силовики начинали использовать скорые для того, чтобы быстрее перемещаться, да, я тогда еще говорил, что это очень опасно, приведет к печальным последствиям, которые вот мы сейчас видим в Бишкеке. Протесты охватили не только Бишкек. Довольно крупная группа протестующих вышла на митинг в городе Каракол. После переговоров с представителем местной власти они решили ехать в столицу. Вообще очень много сообщений, что из разных городов, из разных там селений вокруг Бишкека народ вот прямо сейчас, когда я сейчас записываю в ночь этот ролик, и прямо сейчас народ отправляется в Бишкек, чтобы поддержать протестующих в столице. После целого дня массовых стычек и задержаний действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов встретиться с представителями всех 16 партий и обсудить с ними результаты выборов. Впрочем, лидер оппозиционной партии Бирбол Алтынбек Салайманов заявил, что митингующие слишком долго ждали реакцию властей, и просто обсуждать результаты выборов после таких столкновений уже слишком поздно. Произошла стычка. Из часа в час обстановка накаляется. Есть информация о том, что из регионов люди едут. Что будет завтра и как, никто не может сказать. Если мы завтра встретимся с главой государства, потребуем переназначить выборы и отстранить 3 выигравшие партии, заявил он. Международная реакция на протесты в Киргизии пока довольно сдержанная. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ выразило озабоченность в связи с заслуживающими доверия обвинениями в подкупе голосов на выборах в Киргизии. Вот так вот, друзья, мы видим, как буквально за полдня в Бишкеке фактически произошла революция. Я не знаю, там, чем это закончится сейчас. Я думаю, как минимум будут, конечно, новые выборы. Понятно, что не будут признаны результаты этих парламентских выборов. Понятно, что будут там новые выборы. И я очень сомневаюсь, что нынешний президент удержится. Особенно учитывая то, что протестующие смогли вытащить из тюрьмы и смогли освободить прошлого президента, которого нынешний посадил. Очень интересно происходит там события, будем за ними наблюдать. Я буду вам рассказывать о том, что происходит в Киргизстане. И нельзя не делать отсылки к белорусским событиям. Уже в интернете я уже вижу, уже есть мемы, уже есть шутки, уже есть картинки, да, что пока белорусы снимают обувь, чтобы встать на лавочке, киргизы этой обувью, этими ботинками бьют по лицу своим врагам. Да, такая вот разница. И то, что белорусы уже 2 месяца выходят, то, что такие вот мирные, довольно беззубые протесты, киргизы показывают, как они буквально за полдня добиваются своего, как они освобождают политзаключенных, как они захватывают там Белый дом, парламент, и как они вынуждают президента пойти на переговоры. И, возможно, вот этот вот киргизский пример сейчас изменит ситуацию и в Беларуси, потому что, возможно, он вдохновит сейчас белорусских протестующих, которые фактически уже последний месяц они сдают свои позиции, получают удары от Лукашенко, который продолжает этот беспредел, который продолжает арестовывать людей, кто выходит на митинги, который продолжает в тюрьмах удерживать кучу там политзаключенных. И, возможно, ситуация в Киргизии, она как-то сейчас вдохновит белорусов. Посмотрим, будем наблюдать. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока.